Доброго времени суток. Как я обещал, партия, которая была в прошлом видео, Алексея Домчева и Яна Гранендайка, я посмотрел в совершенно другом ракурсе. И для себя вот очень интересные, кстати, выводы сделал. Первый неожиданный вывод, думаю, для вас будет. Мало я играл в футбол в детстве. В детстве, а потом вообще не играл. Несмотря на то, что у меня товарищи были в нашем знаменитом клубе БАТЭ, играли. Я иногда, кстати, и смотрел футбол очень мало, то есть не любил, честно говоря, смотреть. Когда мои уже товарищи играли, и играл, когда они были тренерами в БАТЭ, смотрел я тогда игры клуба, то есть болел за них. Как-то и сборной одно время тоже смотрел игры, но потом как-то я совсем прекратил. Наверное, может, я жалею об этом. Почему? Потому что именно, мне кажется, стратегия из этой партии, она взята, наверное, из футбола. Или давайте так, футбол взял стратегию из этой партии. Но это я шучу, конечно. Партия была сыграна в 25 году. Но все-таки я хочу сказать такой момент. Голландцы играли практически все в футбол. Все фанаты футбола. И наверное, они все-таки какую-то стратегию перенесли из футбола в шашки. Либо какие-то ассоциации были определенные. Но тем не менее, давайте смотреть партию и, как я уже сказал, в другом ракурсе. Так, Ян играет черными. Позиция 6-11. Ян поддерживает напряжение. Будем считать, поддерживает он напряжение в центре поля сейчас. И не хочет каких-то таких, неспешной, я бы сказал, игры позиционной, которая могла возникнуть при этом ходе, но мог момент такой быть, и достаточно легко, я думаю, Алексей сделал бы достаточно много ходов, и несмотря на то, что я считаю, что позиция, допустим, у черных получше, но я считаю, что здесь Алексей как раз бы все устроило. Почему я сказал об этом ходе? Я вспомнил партию Сейбранса из сеанса одновременной игры вслепую. Такая ловушка была. Но точнее сказать, он комментировал. Я не знаю, он ставил или нет, но он комментировал такой момент. 50-44 и 37-32. Я бы сказал, здесь стратегически уже Алексей уступает инициативу. То есть он потихонечку отходит с центра поля, и он начинает уже играть чисто в обороне. Сейчас я скажу главную вещь по этой партии, как я считаю. Главная вещь по этой партии. Есть спортивные определенные принципы. И именно, кстати, один еще момент я упустил. Именно футбол все-таки по стратегии, наверное, он ближе со спортивных игр. Все-таки он ближе к шашкам, чем остальные игры. Потому что это зависит от количества играющих, и еще от многих факторов. Футбол, наверное, все-таки ближе. Но я не буду пояснять, потому что видео растянется, Бог его знает насколько. Поэтому не буду пояснять. Конечно, надо было ввязываться. Если бы 31-26 было, я сказал бы, Алексей завязал игру в центре поля. Активно достаточно соперники играют в центре поля и не дают покуда перейти друг к другу более такие на его территорию. То есть на острая игра. 19-23, 34-29 и опять на 30. Ход на 30 опять. То есть Алексей жестко уходит на свою территорию. И в защите играть достаточно сложно. Защита изматывает. То есть, конечно, гораздо легче в психологическом, во многих планах, я уже не буду говорить
как всегда, вы уже поняли, про что я хотел сказать, но не буду говорить про про определенные физиологические моменты, потому что я кому-то уже надоел на канале. Ну ладно, я уже в этом видео не буду говорить. То есть нападение гораздо легче играть, гораздо меньше израсходуется сил. Конечно, надо было 29 и опять вот продолжать в центре поля, продолжать играть. То есть такая взаимная игра, и даже может и не сильно жесткая была бы. А вот он на 30 ушел. То есть он заранее отходит на свою половину. Ну вот каким-то образом он здесь мешает. Мешает, конечно. Вот этот ход мешает развиваться силам Яны. И как-то чуть-чуть вот они в начале партии поставили определенный заслон. То есть не совсем хорошо Яну будет, наверное, в центре чувствовать, или точнее сказать, Ян не совсем будет хорошо чувствовать себя в центре, но вот по бокам, покуда я считаю, что владеют инициативой черные. 18-22. Но я уже сказал, в предыдущем видео говорил, что это единственное продолжение, которое именно поддерживает накал борьбы, скорость. Давайте на футбольном поле, скорость на футбольном поле. Но вот опять, они уже в другой стиль игры ходят. И вот опять Алексей здесь делает 37-32. Вот это я считаю, что одна из наверное, стратегических просто ошибок, которые вот и до этого мелкие ошибки были, но вот это основная стратегическая ошибка, в результате которой он полностью переходит в оборону. То есть вот эти планы какие-то были. Почему вот не играл, непонятно. Тут взаимная такая игра была бы, я бы сказал, с быстрыми какими-то, может даже с быстрыми какими-то рывками определенными, с взаимными возможностями. Ну вот Алексей решил уйти в защиту. 8-12, 34-29. Здесь тоже вот если 42, вот я показывал в том видео, тут тоже, конечно, такая в защиту уходишь, тоже неприятная позиция, поэтому не надо это играть, я думаю, позиция. А вот здесь вот 18, вот надо было тоже, еще возможность была, кстати, у Алексея поддержать, я считаю, напряжение, но я не буду объяснять с шашечной точки зрения, но вот возможно, что надо было опять вот быстрые какие-то рывки, возможно, были, то есть прорывы по флангам, все остальное, вот если футбольным языком, но вот типа этой позиции могло возникнуть, хотя она не обязательно, но вот что-то типа этой позиции могло возникнуть. То есть такая вот борьба. Но вот здесь он все просто отдает. То есть грозит Ян, грозит 18-23, 38 и все. И жестко в защиту. Просто вот стратегия вся сейчас будет направлена на то, чтобы идти в защиту, как-то отбиться у ворот и не пропустить гол. Но, как я уже сказал, вот это все изматывает физически, психологически. То есть игра в обороне изматывает физически, психологически. Были, конечно, моменты, вот когда-то посмотрите, может, мое интервью с Виталием Ворошило, он говорил как-то про свою там партию с Дытманом, и почему мы там затронули эту тему, я именно и хотел, чтобы он вот этот момент рассказал, чтобы про партию с Дытманом, когда действительно он чувствовал, что у него супер позиция, чуть ли не выигран, то есть атаковал он все, но потом выяснилось после показа Александра Дытмана, что он единственными ходами играл. Но однако он играл легко, то есть он даже не думал, что у него было хуже. Вот 32-27 пошли, я понятно. Может вот эти, опять здесь отбиваемся, только по-другому. Здесь комбинация, то есть надо 32 и все. 3-8, то есть Ян просто подключает все силы, то есть вот я бы сказал, Ян всех защитников даже уже сейчас выведет, да, и уже все ринулись в атаку, жесткую атаку, то есть они даже не смотрят какие-то слабости, слабости, как я уже говорил, в этой позиции, собственно говоря, и нету у черных, вот они уже не смотрят на то, что там оголены фланги, оголены
Но фланги, кстати, не оголены, да. Тылы, давайте так, тылы оголены. И вот, но вот здесь Ян дал чуть-чуть разрядиться, то есть уже видно, устали и черные от чего-то, и решили они позиционно больше, позиционное такое русло подавливать, то есть где-то стоят там дальше. Не около штрафной они стоят, а подальше вот от центра, так подавливают аккуратненько. То есть их это все устраивает. Понятно, если бы я сказал, вот, если бы у них было 18-23, вот тут бы игра, конечно, игра была бы пожестче. То есть это считается, что черные бы нагнетали где-то, хотели бы приблизиться к штрафной. Но здесь тоже, может, побоялись 49-44, я не знаю. Ну вот, о чем я говорил. А вот если бы они так, как я уже сказал, играли, то есть это вот именно нагнетание в центре. Тут еще, помните, я рассказывал про эти моменты, то есть это какой-то нападающий там может где-то связывал фланг, то есть какой-то рывками какими-то определенными рывками. Ну вот опять центром, видите, позиционно. И вот это, вот опять, видите, он, то есть не этот... Я бы сказал, здесь такой момент, что не на какие-то одиночные действия, да, а Ян вот давит, команда и давит. Вот это, почему я тогда выделил этот хороший ход. Вот команда именно давит, команда выжидает ошибки от белых. Так бы какие-то одиночные действия были, видите, атаковали бы эту шашку. И какие-то единственные варианты были, то есть одиночные действия. Ну вот покуда Ян играет так, 9. Ну вот видите, опять они уже переместились, черные переместились на поле соперника. То есть они потихонечку, видите, вот выматывают, просто выматывают. Выматывают потихонечку. На 32 вот. Уже видите, они жертвуют каким-то игроком. Давайте будем так. Какой-то игрок у черных уже супер их не игрок, то есть лидер вот уходит на скамейку запасных, и начинается совершенно другая игра. Скамейка запасных и другая игра, видите. Но вот Ян в конце концов измотал, в конце концов вот она долгожданная ошибка. Долгожданная, ну напомню, 38 надо было, все нормально было бы. Видите, долгожданная ошибка, и вратарь команды допустил вот эту ошибку, и выиграли черные. Кстати, по этому моменту я хочу еще рассказать, сейчас видео это закончу, по футболу. Когда-то мы играли в детстве, в 11 классе, я уже был последний класс в школе, и мы играли в финале районного соревнования против спецкласса футбольного. И самое интересное, что там мы как-то играли, хитрая система была, 40 минут, там, по-моему, или 40, или сколько минут играли. Но получается, мы 35 минут продержались. То есть у нас 3 человека занималось футболом, 2, как я уже говорил, очень приличные футболисты были. Чемпионаты республики, неоднократные чемпионы республики, вот играли даже в Еврокубках, но это уже потом они уже играли, то есть они там через сколько там лет играли. И вот у нас на воротах как раз стоял Саша Федорович, который вратарь был впоследствии в Батэ, то есть легенда Батэ он был. И вот самое смешное, то есть вот у него напряжение дикое, было напряжение, и он пропустил гол. И причем гол, ну такой, ну как вот у нас называли, халява, то есть легкий такой ударчик, то есть он элементарно его брал, но видно напряжение. И вот у Леши тоже напряжение, вот не выдержал Леша напряжение, Саша тогда не выдержал напряжение, и вот в результате проигрыш. Итак, такое специфическое очень видео, не знаю, понравится кому-то, не понравится, можете критиковать, но что получилось. Итак, до новых встреч.